Здравствуйте, друзья, гости, подписчики моего канала Уральская кудесница. Меня зовут Ната. Сегодня я буду шить блок-артишок в новогодней тематике. Кому интересно, оставайтесь со мной. У меня есть идея в голове, попробую ее реализовать. Постараюсь быть очень краткой. Сделаю свой ролик более коротким и информативным. Итак, начинаю. Для воплощения своей идеи мне нужны заготовки из лоскутов и основа из ткани. Основа из ткани у меня вот такой квадрат. Это у меня основа. Квадрат со стороной 43 сантиметра на 43 сантиметра. Кому интересно, еще раз говорю, это ткань Оксфорд. Покупала я ее в интернет-магазине под названием 1 метр ткани. За кадром с этой основой я тоже уже поработала. Провела линии, которые пересекаются в одной точке. Ну, так как это квадрат, одни из линий у меня это диагонали квадрата, а вторые линии это те линии, которые стороны квадрата делят пополам. И все, конечно, они смыкаются или пересекаются в одной точке. Линий у меня этих 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 линий. И на каждую линию я буду пришивать заготовочки. Это прямоугольники из ткани. Прямоугольники у меня будут в двух цветовых гаммах. Одна будет цветовая гамма зеленая, а другие будут чисто черные. И эти полоски я буду чередовать. Зеленая, черная, зеленая, черная, зеленая, черная, зеленая, черная. То есть вот такая очередность будет полос. Как и говорила ранее, каждая полоска ткани у меня будет состоять из прямоугольников. Прямоугольники у меня тоже будут разного размера. Сейчас вам это покажу. Посмотрите, вот одна полоса в зеленой гамме. Сейчас я вам ее и покажу. У меня будут прямоугольники размером 8 на 9 сантиметров красного цвета. 4 штуки. У меня будут прямоугольники 8 на 10 сантиметров. 8 штук вот такого салатового цвета. У меня будут прямоугольники размером 8 на 12. 4 штуки вот такого зеленого цвета с рисунком. Дальше у меня будет 12 на 14 сантиметров 4 штуки. Затем у меня будет 12 на 16 сантиметров 4 штуки. Затем у меня будет 14 на 18 4 штуки. И последний 8 у меня будет 14 на 24 штуки. Вот такие заготовочки. Я заготовки выкроила. Одну сторону прямоугольника загладила на 1 сантиметр вовнутрь. Девочки, так и нужно, это обязательно. И затем, чтобы найти центр, я просто заготовочку сложила пополам, ну и прогладила утюгом. Все, вот так вот я на всех своих заготовках нашла центр и подготовила их все в дальнейшей работе. Сейчас еще раз на экране вы увидите те заготовочки, которые я сделала. Все четко по размерам, по кучкам и по цветам. Также обязательно я в инфобоксе оставлю все размеры заготовок. Ну а сейчас я вам покажу, как пришить вот эти заготовки к основе. Начинаю пришивать от самого маленького размера и иду до увеличения. Есть два способа. Я вам сейчас покажу первый способ. Беру заготовку, самую маленькую. Смотрю, что один край у меня заутюжен на изнаночную сторону на расстоянии 1 сантиметр. Здесь у меня есть центр. Я совмещаю этот центр на лоскутке с линией, начерченной на заготовке. Вот таким образом. Все, иду на машинку, делаю строчку. Беру следующий лоскуток, тоже смотрю, чтобы было заутюжено все. Совмещаю этот центр на лоскутке. Сейчас я его вам покажу, чтобы было точно видно. И совмещаю эту линию с этой линией. Единственное, что я второй лоскуток накладываю на первый на неком расстоянии. Расстояние вы сами выбираете для себя, какое вам удобно. Первый лоскуток я сделаю на расстоянии 2 сантиметра. Опять иду на машинку, прокладываю линию.
Затем третий у меня идет. То же самое. Совмещаю центр с начерченной линией на определенном расстоянии. Иду на машинку, прошиваю. Затем следующий. Накладываю. Иду на машинку, прошиваю. И вот таким образом я это все делаю. Единственное, четко смотрю, чтобы вот эта линия середины лоскутка полностью совпадала с линией, начерченной на заготовке. Вот такая у меня получится елочка, либо пирамидка. Все это будет прошито. Следующую я делаю напротив и потом на каждую линию. Вот таким образом можно сделать заготовки. Но я делаю немного по-другому. Посмотрите, я сейчас уберу основу, она мне пока не нужна. И просто на столе выкладываю для себя эту елочку. Но все то же самое, только я делаю на столе и совмещаю вот эти центры с друг другом. Затем прохожу на машинку и прокладываю здесь шов. И у меня в итоге получаются вот такие заготовочки. Я их уже здесь сделала. Вот у меня здесь получается 3 зеленых, потому что одну я еще не дошила, показывала вам. И 4 черных. Теперь покажу, что я делаю именно вот с такими заготовочками. Беру опять основу. Сейчас сделаю камеру. Вот смотрите, взяла основу. Беру одну полоску черных заготовок. Ну, тут без разницы. Можно взять зеленую. Ну, давайте зеленую, я думаю, будет поинтереснее, повеселее. Совмещаю четко, чтобы у меня... Я начинаю всегда почему-то делать снизу. Вот так вот прикладываю, чтобы четко центр у меня был с центром. Затем беру готовую заготовочку, еще одну. Приложу ее вот так напротив. Здесь, чтобы все у меня сошлось, вот эти места, все четко. И прошиваю, делаю строчку. Затем я буду пришивать еще одну зеленую. Здесь мне придется вот так вот отвернуть, но это все нормально. Тоже совмещаю и пришиваю еще одну зеленую. Когда эти зеленые у меня будут пришиты, между ними, как и говорила ранее, я буду пришивать заготовочки черного цвета. Я эти краешки отогну и вот сюда пришью черную. У меня получится вот такой мохнатый коврик. Сейчас я этим займусь. Мне так удобней. Хотя есть вариант, который я вам первый показывала. Можно каждую заготовочку пришивать отдельно. Кому как удобнее. Мне удобнее так. Ну и последнюю свою зелененькую, которую я вам показывала. Сейчас сошью из нее пирамидку и пришью к основе. Вернусь к вам и покажу, что делаю дальше.
Вот таким образом у меня выглядит лицевая часть, когда я пришила все полосочки. Вот такие лохматушки. Выглядит страшненько, но это неправда. Обязательно сделаю красоту. Вот так выглядит у меня изнаночная сторона. Здесь всего 8 швов, которыми я пришивала эти полоски. Но теперь покажу дальнейшее действие. Покажу всего лишь на 2 полосках, потому что все остальное делается таким же образом. После того, как я сплету полоски, я вырежу из заготовки круг и обработаю край косой бейкой. Это я показывать не буду, потому что, ну, это все знают и не хочу тратить ваше время. Возможно, я сделаю еще один прибамбасик, но если его сделаю, тоже обязательно вам покажу. А теперь вы увидите, что надо делать дальше. Беру ближайшие к себе 2 полоски, одна зеленая, одна черная, возьму иголочки. Я буду делать иголочками, но надо будет сразу делать закрепки на машине, либо это делать вручную. Сложно делается только самые верхние 2 полоски. Сейчас я это все разложу, чтобы мне не мешалось. Приступаем. Итак, все заготовочки складываются одинаково, кроме верхних 8 полосок. Они складываются немножко по-другому. Смотрите, один раз загнули, второй раз загнули. И прикладываю к заготовке, к основанию. Сейчас я возьму булавочку. Все. Следующую беру черную, делаю то же самое. Складываю пополам. Потом еще раз пополам. И прижимаю к основанию. Здесь можно помогать себе иголочкой. Ну, либо распарывателем, чтобы красиво уложить уголки. Вот эти уголки должны выглядеть очень красиво и аккуратно. Скалываю булавочками. Можно сразу же проложить строчку на машинке. Но я прокладываю строчки после второго складывания. Вот теперь все делаем однотипно. Складываем только всего лишь на один раз. Заворачиваем уголок. С этой стороны берем черный тоже, заворачиваем уголок. Вот просто заворачиваем. И делаем вот такой завертыш. Вот сейчас надо проложить строчку на машинке, либо закрепить это руками, чтобы те треугольнички не разошлись и эти. Но я этого делать не буду. Я сделаю это потом. Мне самое главное показать смысл вам, как закладывать, как плести вот эту косичку. Смотрите, следующий беру. Складываю, подворачиваю. Следующий. Складываю, подворачиваю. Делаю закрепку на машинке. Опять. Складываю, подворачиваю. Складываю, подворачиваю. Ну, это как мы плетем косичку. Ничего совершенно сложного нет. Сделаю закрепку на машинке. Опять, всегда начинаю с этой. Можно начинать с этой, тоже неважно. Но начинать надо всегда с одной и той же стороны. Если начали справа, то справа. Если начали слева, то слева. Складываю, заворачиваю. Опять складываю, заворачиваю. Опять складываю, заворачиваю. Опять закрепку на машинке. Закрепочки совершенно небольшие. Туда-сюда прошлись пару стежками. Опять складываю, заворачиваю, складываю, заворачиваю, складываю, заворачиваю, складываю, заворачиваю. Вот такая симпатичная получается косичка. Сейчас я возьму булавочку. Все, сделала. Теперь перехожу на другую сторону. Все то же самое. Отворачиваю, чтобы мне ничего не мешалось. Верхние я складываю на 2 раза. На раз сложила уголок. На второй раз сложила уголок. Отворачиваю. И на булавочку накалываю. Здесь также раз сложила уголок. 2 сложила уголок. И опять подворачиваю. Все. Но я тороплюсь, мне надо, чтобы вам показать. И вот здесь такой момент. Смотрите, я начинала с зеленой. И здесь я тоже начинаю с зеленой. Только зеленая у меня переходит на левую сторону. Складываю, подворачиваю, складываю, подворачиваю, складываю, подворачиваю, складываю,
подворачиваю. Это если вы делаете определенный рисунок, тогда вы должны это соблюдать. Если не делаете определенный рисунок, не пытаетесь добиться какого-то задуманного плана, то можно всегда, допустим, с одной стороны, с левой подворачивать. Прям идти так по кругу. А если вам надо определенный рисунок, а мне нужен определенный рисунок, то я делаю вот таким образом. Смотрите, у меня получается елочка. И вот таким образом я сейчас пройдусь по всей заготовке, выложу рисунок, потом придам форму своей заготовки, обработаю края косой бейкой и, возможно, еще кое-что добавлю. Вернусь к вам, покажу уже полностью готовую работу. Работа у меня полностью закончена. Вот так она выглядит в завершенном варианте. Сделала я эту фишечку, которую хотела. Это вот такие сугробики. Ну, имитация сугробиков. Сделала из органзы. Как делать все легко и просто. Сейчас ставлю кадры, на которых вы увидите, как это делается. Я просто из органзы вырезала квадраты, складывала эти квадраты треугольничком и пришивала по краю своей работы. Все легко и просто. Можно было их делать и не из органзы, а из обычной белой ткани, то есть можно использовать было бязь, но мне почему-то захотелось использовать органзу, она более воздушная, более прозрачная и не так ярко выглядит на этом фоне. Белая ткань, которая не прозрачная, та же самая бязь, я ее прикладывала, она выглядит очень ярко. Но это на вкус и цвет, кому как нравится. Если эту салфетку использовать как сидушку, либо как коврик под ноги, то, конечно, надо вот эти треугольнички, чтобы они не болтались, прикрепить к основе. Это можно сделать пару стежками. Здесь можно даже вручную вышить небольшую снежинку нитками мулины и вот так вот насквозь пришить эти треугольнички. Возможно, я это и сделаю. Я еще не знаю, как буду использовать то, что у меня получилось. Изначально это у меня была задумка сделать сидушку на табуреточку. На балкончике у меня есть, балкончик у меня крытый, есть там такая табуреточка. Она не очень красивая, вот я думала сделать на нее такую сидушку. Но, в принципе, это возможно использовать как салфетку, а можно использовать как и коврик для ног. Все зависит от вашего желания. И еще такой момент, я не помню, говорила ли я вам в ролике, на каком четко расстоянии друг от друга у меня пришиты прямоугольники. Сейчас обязательно скажу, потому что если вы будете шить по моим размерам, то здесь надо тоже четко все это соблюдать, иначе не получится вот эта плетенка. Итак, первое расстояние, вот это, у меня 2 сантиметра, то есть от края до начала зеленого прямоугольника 2 сантиметра отложено, здесь 1,5 сантиметра, 1,5 сантиметра, а дальше идет по сантиметру. У меня вот такие размеры. А затем размер готовой моей работы получился 41 сантиметр. Еще я поработала с косой бейкой. Честно, я не могла выбрать, какая косая бейка мне сюда больше подходит. Либо красного цвета, либо зеленого цвета. И я, в общем, решила выбрать такой вариант. Вот так выглядит изнаночная сторона салфетки. Я не стала делать сюда дополнительную ткань, потому что я думаю, что здесь так все выглядит хорошо, аккуратно. Ткань брала Оксфорд, которая также хорошо будет работать, как и обратная сторона коврика. То есть я вам уже говорила, что эту салфетку можно будет использовать как коврик, либо это коврик, который можно будет использовать как салфетку. А здесь косую бейку я пришивала вручную. Итак, вот так выглядит изнанка, вот так выглядит лицевая сторона. Я своей работой очень довольна. Получилось все, что я и задумала. Ну а если вам моя работа понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Если вы не подписаны на мой канал, то подпишитесь. У меня для вас много нового и интересного. А еще я вас прошу, оставляйте свои комментарии. На каждый комментарий я отвечаю. И в комментариях я понимаю, насколько моя работа вам нужна, насколько вам работа моя нужна. Тем более в наше трудное время блогеров. Комментарии помогают продвигать ролики. Ну а без этого блогер просто затухнет. А я не хочу потухнуть. Но это все лирика, девчонки. И я на этом с вами попрощаюсь. Желаю вам счастья, здоровья, хороших наступающих праздников, чтобы все у вас сбылось, и чтобы всегда рядом с вами были ваши родные и близкие. Ну и, конечно, я вам всем желаю мирного неба над головой. Пока-пока. До встречи на моем канале.